Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Абсурд воплоти. Мировые коммерческие запасы нефти летят в пропасть, а бумажные цены падают. Нефти не хватает, но цены падают. Александр, как такое возможно? Все очень просто. Падают не цены, падают фьючерсы. И на самом деле это сама по себе постановка вопроса очень странная, учитывая характер фьючерсов, просто потому что это один из, условно говоря, ценовых инструментов. Вы так или иначе их будете учитывать при заключении сделок. Частично они будут распространяться и на физические объемы. Поэтому, по большому счету, противопоставлять цены и фьючерсы неправильно, несправедливо, но мы все равно будем это делать, потому что, несмотря на необходимые оговорки, в текущих условиях, в условиях кризиса, разница между фьючерсами и ценами действительно огромна. Потому что фьючерс – это все-таки финансовый инструмент, который можно использовать просто для спекуляций. Допустим, вы не производитель, но вы откуда-то взяли какие-то объемы нефти. Можете ли вы их перепродать? Да. Будет ли это спекуляция? Безусловно, будет. И в этом плане принципиальных отличий в спекуляции фьючерсами от спекуляций физическими объемами нет. Хотя, разумеется, есть некоторые тонкости, но мы в них зарываться сейчас не будем. Мы поговорим про физические объемы. Да, действительно, физических объемов не хватает, но при этом августовский фьючерс опустился почти до $70 за баррель нефти марки Brent. А нефть марки Urals вот к моменту записи, точнее к концу вот недели, которая мы в воскресенье записываемся, за субботу-воскресенье данных нет, но вот скажем, по пятнице, если судить, то нефть марки Urals торговалась по цене чуть более $60 за баррель. И можно сказать, $60 это здорово, потому что в нашем бюджете прописано $59, а 60 явно больше, чем 59. Пусть и не так здорово больше, как было еще там месяца два назад, но все равно больше. Да, все хорошо, все замечательно, в долларах больше стоит Urals, чем в бюджет заложено, но, к сожалению, в бюджете у нас рубли, а не доллары. А количество рублей в долларе – это вещь меняющаяся. Если мы посмотрим на количество рублей в долларе, которые заложены в бюджет, то мы обнаружим, что там 92,2 рубля за доллар предполагается давать. А сейчас курс рубля чуть более крепкий, рубль чуть более сильный, чем предполагалось. И вот на этом фоне получается, что рублевые цены ниже, чем ожидалось, где-то на 1000 рублей. Это примерно, но вот примерно на 1000 рублей сейчас наша нефть стоит меньше, чем заложено в бюджет. Это большой минус. Но тут мы опять же подходим к вопросу о фьючерсах и вопросу о цене. Есть взаимосвязь между фьючерсами и ценами. Опять же, не совсем справедливо их противопоставлять. Однако тут мы упираемся в тот факт, что состояние Ормузского пролива хоть и начало меняться, но радикально не изменилось. То есть вернулось ли судоходство к уровню, который был до начала войны на Ближнем Востоке? Очевидно, нет. Судоходство не вернулось к этому уровню. Насытился ли рынок? Нет, рынок, очевидно, не насытился. Более того, даже предпосылок полноценных к его насыщению пока не наблюдается. Но в этом есть не только плюс для некого потенциального наполнения бюджета Российской Федерации, да и бюджета нефтегазовых компаний мировых, но и большой минус, и заключается он в уровне спроса. Но прежде чем говорить про уровень спроса, давайте немножечко пристальнее посмотрим на состояние Ормузского пролива. В Ормузском проливе на протяжении последних пары-тройки дней крайне неспокойно. Сообщается об атаках на некоторые танкеры, сообщается об атаках на военную инфраструктуру Иранской республики, сообщается о сообщениях со стороны Соединенных Штатов, о сообщениях со стороны КСИР. В общем, стороны обмениваются ударами и сообщениями в средствах массовой информации. Пока сообщений больше, чем ударов, но, тем не менее, ситуация остается крайне нездоровой.
Иран, понятно, чего добивается. Иран добивается контроля над Ормузским проливом полноценного, то есть чтобы не только можно было заблокировать Ормузский пролив, но и во время разблокировки, чтобы все, кто идет через этот пролив, шли именно по тому маршруту, который предписывается Ираном. Ну, как бы привыкайте к этому маршруту, мы тут можем гарантировать безопасность, а если идете по другому маршруту, то в бочину может что-нибудь прилететь. И в бочину отдельным танкером что-то действительно прилетало. Количество танкеров, проходящих через Ормузский пролив, очень высокое, разные оценки, но оно выше, чем вообще за все время боевых действий, но оно все еще ниже, чем было до начала войны. До начала войны через Ормузский пролив в целом проходило порядка 135-140, ну там средний показатель рисовали порядка 138, ну вот 135-140 судов, всех судов, разных судов. Это и танкеры-газовозы, это и суда, перевозящие нефтепродукты, в общем-то тоже танкеры. Это и сухогрузы и прочее, прочее, прочее. А до сих пор этих показателей нет. И будут ли они, ну, ввиду последних событий, вызывает вопросы. Вот эти последние события, обмен ударами, вновь возвращает некоторое напряжение на рынке. Но проблема в том, для рынков и для нас, как для поставщиков энергоресурсов, что рынкам тяжело реагировать в субботу. Если обмен ударами происходит там пятница, суббота, воскресенье, то полноценной реакции к понедельнику мы можем и не увидеть, потому что некоторые дипломатические решения, некоторые дипломатические шаги, которые предпримут стороны, ну, нивелируют те негативные ожидания, которые могут привести к росту котировок. А, собственно, сейчас все банально держится на ожиданиях. То есть физические объемы пока недостаточны, но предполагается, что вот в августе физические объемы вернутся к тем показателям, которые вернутся или нет, мы сейчас не знаем. Потому что, ну вот, пожалуйста, обмен ударами произошел. Может быть, обмен ударами еще произойдет. Может, он перейдет на какой-то иной уровень. А может, наоборот. Может, стороны все-таки серьезно взялись за нормализацию отношений, пытаются вместе, несмотря на напряженность, разрешить эту проблему и полноценно запустить судоходство через Ормузский пролив. Может такое быть? Да, конечно, может. Безусловно, так быть может. Но тут мы упираемся... И да, кстати, в подтверждение этого факта я могу привести то, что несмотря на довольно жесткие комментарии КСИР, жесткие комментарии американской стороны, в реальности мы видим, что они друг другу угрожают, но постоянно сползают на то, что да-да, мы ударили, но давайте разговаривать. Давайте продолжать диалог. Если что, мы опять ударим, но все равно от диалога мы не отказываемся. Насколько успешно будет идти этот диалог, ну, кто ж его знает, я думаю, даже участники процесса не совсем понимают. Но вот здесь мы должны с вами перейти к вопросу о том, что конкретно плохого в текущем невосстановлении рынка для поставщиков. В глобальном смысле для поставщиков, не только для России, для любого поставщика. Проблема в том, что не насыщение рынка, не восстановление поставок усугубляет тенденцию к сокращению спроса. Возможно, сейчас спрос по итогам июня окажется выше, чем был в мае. Но тут останется только развести руками и ждать последующей статистики, чтобы сделать какие-то более-менее обоснованные выводы. Потому что июнь – это все-таки период уже высокого спроса. То есть, как бы там ни было, но с учетом поставок из стратегических запасов, с учетом различных мер экономии, все равно спрос должен был быть больше, чем в мае. Тем более, если мы, ну, тем более в пользу восстановления спроса в июне по сравнению с маем говорит и частичное восстановление поставок через Ормузский пролив. Ну, например, те же самые иранские грузы пошли в первую очередь в Китай. Да, тут же заговорили о том, что Иран ищет покупателей из других стран. Пусть ищет, пока поставки идут в Китай. Вот поставки в Китай пошли, да, они пошли.
Китай вот сейчас может увеличить опять потребление моторных топлив, импорт нефти, и это вольет свою довольно существенную струю в общую речку мировой статистики. Но чем дольше длится ограничение поставок, тем сложнее будет в других странах, на других рынках восстановить спрос. Еще раз, сейчас период высокого спроса, но он каждый раз упирается в потолок предложения. Частично потолок предложения позволяет приподнять распродажи, которые устроили Соединенные Штаты, Япония и прочие страны. Но полноценно решить проблему эта распродажа не позволяет. Она, правда, позволяет добавить свой уже довольно существенный ручеек в общую речку спроса, который будет после полноценного завершения конфликта. Но насколько мощным будет этот ручеек, пока непонятно. Пока лишь зафиксируем, что на ряде рынков уже наблюдается довольно существенное снижение спроса. И да, существенное снижение спроса – это уже 1-2%, это существенное снижение спроса. Кстати, рост на 1-2% не столь существенен, как снижение. Просто для экономики небольшой рост – это не рост, это, знаете, что-то несерьезное, а вот даже небольшое снижение – это уже повод задуматься, испугаться и начать искать какие-то пути выхода из ситуации, потому что снижение говорит о проблемах. И проблемы, возможно, будут накапливаться. И в данном случае проблемы могут накапливаться, потому что сокращение спроса – это ведь не просто вы стали меньше ездить. Это проблемы вашего благосостояния как потребителя. Это проблемы ваших перерабатывающих предприятий, которые ранее закупали нефть, нефтепродукты различного рода, например, прямогонный бензин. И их дальше использовали в своих производственных циклах. Либо нефть вы перерабатывали, либо вы там, условно говоря, прямогонный бензин брали и на своих пиролизных производствах выпускали различного рода полимерную продукцию. То есть мы упираемся в то, что такого рода предприятия могут не просто сократить выпуск продукции, некоторые из них могут просто закрыться. Особенно если до этого у предприятий были проблемы, и вот предприятия, допустим, начали выкарабкиваться последние годы, и тут бац, новый удар. И последнее про запасы, которые необходимо будет восполнять тем же Соединенным Штатам. Трамп успел распродать вот к моменту записи этого ролика зафиксированный объем в стратегическом государственном резерве Соединенных Штатов составляет порядка 340 миллионов баррелей. Это много, безусловно, это много, это большой объем, но просто на начало распродажи имени Трампа было 415,4 примерно миллиона баррелей. А к моменту распродажи, которую устроил еще Байден в конце 2021 года, в стратегическом резерве было примерно 618 миллионов баррелей. Это нам говорит о том, что потенциально США могут чуть ли не 1 миллион баррелей в сутки покупать, но в реальности динамика будет не такой. Заметьте, распродажа во времена Байдена закончилась в июле 2023 года. И закончилась она на отметке порядка 358 миллионов баррелей. Примерно так. Поднялись они чуть более чем до 415 миллионов. К марту 2026 года. То есть динамика восполнения была очень низкой. И вот на какую динамику решатся США сейчас, на какую динамику решится Япония сейчас, это большой вопрос. Но это вопрос, который дает дополнительную надежду на поддержание адекватных цен на нефть. Именно цен в самом широком смысле этого слова. Ну а на сегодня, дорогие друзья, все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетик Инфо. Подписывайтесь на Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.